Всем привет! Это финальная часть, и в этом видео мы с вами довяжем пинетки до конца. Вот какие они у нас получатся. Ну а в данный момент мы связали с вами подошву, боковые стороны у пинеточек и мысок. Ну а сейчас мы будем обвязывать край пинеток. Для начала делаем первую рабочую петлю на крючке, затем заводим крючок за обе стенки и протягиваем петлю. Первый ряд у нас будет состоять из столбиков без накида. Крючок заводим за обе стенки. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема и, начиная с первой петельки, провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю. Довяжите так самостоятельно до начала мыска. А как вязать там, я уже покажу. Поглядите. Сначала нам нужно связать один столбик без накида в уголке между мыском и боковой стороной. А теперь обвязываем мысок столбиками без накида. Тут петель прям очевидных нету. Нам нужно сейчас просто за боковые петли заводить крючок и провязывать столбики без накида. Следите за тем, чтобы ряд получился ровный, слишком часто тоже не надо провязывать. А вообще в каждый ряд провяжите по одному столбику без накида. Этот ряд очень важен, поскольку дальше мы уже будем вязать пинетки, основываясь на данном ряду. Посмотрите, видите, все аккуратненько обвязано, поэтому можем смело продолжить вязание далее. Сейчас наша задача довязать ряд до конца и соединить первую и последнюю петлю ряда. Следующий ряд у нас будет состоять из столбиков с одним накидом. В этом ряду мы будем делать дырочки, в которые продевать будем шнурок у наших пинеток. Ряд тоже будет очень важным, на него обратите внимание. Итак, довязываем ряд. Вот у нас петелька. А здесь соединительная петелька, в нее мы не провязываем, а соединяем с первым столбиком ряда. Все, мы обвязали край пинеток и можем приступить к следующему ряду. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Заводим крючок в следующую петлю, поскольку 3 воздушные петли подъема у столбиков с одним накидом считается за столбик с накидом. Вот. Затем провязываем 2 воздушные петли, накид, снизу пропускаем 2 петли, заводим крючок в третью петлю и провязываем там столбик с накидом. Еще один накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем столбик с накидом. Поглядите. 2 воздушные петли, 1, 2. Снизу также пропускаем 2 петли, заводим крючок в третью петлю. И, начиная с нее, провязываем 2 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую петлю. Вот у нас такие дырочки получаются. Там мы будем продевать шнурок. Это очень важный ряд. Снова 2 воздушные петли. Снизу пропускаем 2 петли. И, начиная с третьей, провязываем 2 столбика с одним накидом. Но сейчас немножко хочется рассказать про этот ряд, насколько он важен. Когда мы его довяжем с вами, возьмите любую ленту, поскольку шнурок мы с вами еще не связали, и попробуйте сквозь дырочки продеть. Посмотрите, достаточно ли дырочек и удобно ли завязывать узелок на пинетках. Вообще количество дырочек или тех мест, где у нас связаны по 2 столбика с одним накидом, должно быть четным. К примеру, 10 дырочек и 10
вот таких парных столбиков с одним накидом. Если у вас получается нечетное количество, то лучше перевязать. При этом перевязать предыдущий ряд, увеличив количество петель или уменьшив, к примеру, на мыске, там, где мы обвязывали мысок. Тогда это будет незаметно. Ну а заканчиваем ряд. Заводим крючок в третью воздушную петлю подъема и соединяем ряд. Посмотрите, что у нас получилось. Как я уже сказала, вот на этом этапе проверьте количество дырочек и проденьте ленту, чтобы вам было удобно потом завязывать шнурок. Затем нам нужно будет провязать 4 ряда из столбиков без накида. Начинаем ряд с воздушной петли подъема, заводим крючок в первую петлю и, начиная с нее, провязываем столбики без накида. По одному столбику в каждую петлю. Там, где у нас 2 воздушные петли, под ними провязываем 2 столбика без накида. То есть мы крючок заводим не в сами петли, а прям можно под петлями провязывать 2 столбика без накида. Затем 2 столбика провязываем вершинки столбиков с накидом и снова под воздушными петлями провязываем 2 столбика без накида. Так, ряд очень простой. Это первый ряд из 4, и еще нам останется 3 таких ряда из столбиков без накида. Но высота пинеток зависит от вашего пожелания. Некоторые любят высокие пинетки, поэтому, конечно, можно связать еще дополнительно несколько рядов. И у вас получатся пинетки-сапожки достаточно высокие. Так, довязываем ряд, заводим крючок в вершинки столбиков с накидом, провязываем также под воздушными петлями и довязываем так ряд до конца. В конце заводим крючок в первый столбик без накида и с ним ряд соединяем. Ну а последующие ряды совсем простые. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема и, начиная с самой первой петельки, провязываем еще 4 ряда. Первую и последнюю петельку ряда также вы можете отметить, чтобы случайно не провязать в соединительную петлю, поскольку когда мы вяжем по кругу столбиками без накида, эту соединительную петлю можно всегда принять за полноценную петлю. Ну а все остальное, я думаю, здесь уже не сложно. Провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю, крючок заводим за обе стенки. И довязываем так до конца необходимое количество рядов. Когда вы провязали все ряды, в конце мы делаем 2 воздушные петли подъема, нить отрезаем и затягиваем узелок. Поглядите, что должно получиться. Сейчас нам остается только обвязать верхний край у пинеток. Для этого берем нить контрастного цвета. Делаем первую рабочую петлю, ну а все остальное уже вы знаете. Заводим крючок в первую петельку. Кончик нити, кстати, сразу можете класть поверх ряда. Мы сейчас будем обвязывать ряд и сразу заправлять нить. Вначале делаем воздушную петлю, ну а затем по одному столбику без накида за обе стенки провязываем в каждую петлю. Вот так. Обвязываем верхний край у пинеток. Довяжите ряд до конца самостоятельно. В конце мы соединяем ряд, 2 воздушные петли и отрезаем нить. Так, пинеточка у нас готова. Теперь остается немаловажный у нас элемент – это шнурок.
Я уже в первой части говорила, что мы просто можем связать в 2 нити цепочку из воздушных петель и использовать ее как шнурок. Но намного удобнее вот такой вязаный шнур, он эластичный и лучше фиксирует наши пинеточки на ножках малыша. Как же его вязать? Итак, вначале делаем первую рабочую петельку и теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Всего 3 воздушные петли. Сейчас минутку внимания, вязание будет отличаться. Заводим крючок во 2 петлю и протягиваем нить. Заводим крючок в крайнюю петлю и протягиваем нить. На крючке 3 петельки. Их мы не провязываем. Из крайних 2 петель достаем крючок и будем вязать. Посмотрите как. Захватываем нить, провязываем первую петлю, заводим крючок во 2 петлю, только обратите внимание на то, чтобы она не перекручивалась. Провязываем 2 петлю, заводим крючок в крайнюю петлю и провязываем ее. На крючке снова 3 петли. Достаем крючок, провязываем первую петельку, заводим крючок во 2 петлю, провязываем 2 петлю, заводим крючок в 3 петлю, провязываем 3 петлю. На крючке 3 петли. Снова достаем крючок, следите, чтобы крайняя петелька у вас не распустилась. Иногда можно ее придерживать рукой, пальцами, немножко ее фиксировать. И также важно, чтобы петли не перекручивались, иначе рисунок вот такой косички, как будто мы спицами связали полотно, у нас не получится. Сейчас пока не удивляйтесь, что у вас не получается шнур круглый. Он немножко получается плоский. У нас есть лицевая сторона и изнаночная, где протянута нить. Так и должно быть. На крючке 3 петли. Вот, посмотрите, есть небольшая изнанка. Когда мы вот так потянем с вами, то у нас пропадет изнаночная лицевая сторона. Вязание вытянется, все ниточки подтянутся и получится вот такой круглый шнур. Когда мы вяжем на 3 петлях, как сейчас, это не сильно заметно. Но поверьте, если вы будете вязать на 7 петлях и делать такую широкую, например, лямку для рюкзака, это будет достаточно заметно. Там широкая очень изнаночная сторона, и только стоит нам потянуть за шнурок, как все петли подтянутся, и шнурок станет объемным, без лицевой и изнаночной стороны. Все петельки будут одинаковые. Ну а мы с вами продолжаем вязание. Провязываем сначала 1, затем 2 и 3 петли. Всегда следите за крайней петелькой, она может у нас распускаться. Довязываем. Вот, посмотрите, крайняя петелька немножко уползла. Подтягиваем ее, заводим в нее крючок и также провязываем. Все последующие ряды будут аналогичные, и у нас получается вот такой шнурок. Вообще длина удобная для пинеток это 60 сантиметров. Провяжите самостоятельно оставшиеся ряды. Вот у меня 57. Мне еще осталось несколько сантиметров связать, и шнурок у нас готов. Сейчас я покажу, как заканчивать вязание. 3 петли на крючке. Вначале мы провяжем 2 петли на крючке вместе. Теперь на крючке осталось всего 2 петельки. Снова провязываем их вместе, делаем 2 воздушные петли, отрезаем нить и затягиваем узелок. Затем заправьте кончик нити
Желательно потом даже зафиксировать обычной нитью с иголкой, потому что при использовании, при завязывании и развязывании пинеток нить все равно будет у нас вылазить. Ее нужно хорошенечко спрятать. А вводить шнурок в пинетки сквозь дырочки можно вот так вот, просто руками, ну а кому-то удобнее использовать большой крючок. Ну и в итоге у нас получится вот такие пинетки. Я надеюсь, что у вас все получилось. Обязательно присылайте фотографии своих работ в группы ВКонтакте и Одноклассники. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся в новых видео. Пока-пока!